Два вида закусок из белокочанной капусты. Начинаем с салата номер 1, который будет с майонезом. Нам понадобится белокочанная капуста 300 грамм, луковица, половина луковицы и морковь, 1/3 моркови. Мы нарезаем капусту кусочками в 1 см, сначала вдоль, а затем поперек, образуя своего рода квадратики размером в 1 см. Затем нарезаем лук. Лук нарезаем тонкими полукольцами. Сначала нарезаем его вдоль, а потом полученное один раз поперек. И все овощи мы складываем вместе. Морковь мы сначала нарезаем кусочками, достаточно тонкими, и затем должны будем нарезать ее такого же самого размера, как мы нарезали капусту, то есть кусочками такого же размера, в 1 см приблизительно. После этого во все нарезанные овощи мы добавляем соль 1/3 столовой ложки и сахар пол столовой ложки. Все это мы хорошо перемешиваем, чтобы распределить соль и сахар по всей массе овощей, и отставляем пока что в сторону на 20 минут. За это время мы успеем подготовить другой ингредиент, а именно крабовые палочки в объеме 4 штук, которые мы разрезаем вот таким вот образом, чтобы нарезать кусочки приблизительно в 1 см, то есть такие же приблизительно по размеру, как капуста и морковь. Через 20 минут овощи нарезанные мы должны будем отжать, то есть отжать из них всю воду, которая из них вышла. Вы можете сделать это руками, а можете сложить в какой-нибудь кусок чистой ткани и так прессовать и отжимать, как вам удобнее. В отжатые овощи мы добавляем консервированную кукурузу в объеме 3 столовых ложек. Вообще, в принципе, вы можете добавить крабовые палочки и кукурузу немного больше, то есть по вашему вкусу. И закладываем крабовые палочки. Затем добавляем специи. Майонез в объеме 5 столовых ложек, горчицу 1 чайная ложка. Если вы не любите горчицу, то просто ее пропустите. И уксус в объеме 1 чайной ложки. Затем черный молотый перец, немного по вкусу. И сахар 1 или 2 чайные ложки. Опять же по вкусу. Вы все перемешайте, попробуйте и уже добавьте по вашему вкусу то, чего не хватает: сахар, черный перец, ну или так далее. И все, первый салат готов. Теперь салат номер 2. Это горячий салат. Нам понадобится белокочанная капуста в объеме 300 грамм. Мы должны будем порвать ее руками на кусочки среднего размера. Почему руками? Вы можете, конечно, и нарезать, не обязательно именно рвать, просто так они получатся гораздо более натуральные, красивые. Учитывайте то, что потом они уменьшатся в размере. И мы должны промыть полученные кусочки в холодной воде и положить их отекать, чтобы вода с них стекла. Затем лук в объеме 1/4 мы должны будем нарезать тонкими полукольцами. Далее, следующий ингредиент – это чеснок. 5 долек чеснока мы нарезаем тоненькими кусочками. Теперь растительное масло нам потребуется в объеме 3 столовых ложек. Заливаем на сковороду и сразу закладываем чеснок. Начинаем их вместе нагревать, пассеруя чеснок. И сразу закладываем красный молотый перец 1 столовую ложку или половину, если вы не можете есть сильно острое. И на среднем огне мы все это пассеруем, чтобы приготовить острое масло. Как только вы увидите, что и услышите звуки, что все это шипит, мы закладываем лук. И все это перемешиваем. Перемешиваем лук с полученным острым маслом. И после этого закладываем капусту.
Заложив капусту, мы все хорошо перемешиваем, так чтобы вся капуста перемешалась с луком и покрылась острым маслом. И продолжаем готовить на среднем огне где-то 2 минуты. И после этого добавляем следующие ингредиенты, а именно устричный соус в объеме 1 столовой ложки, и затем соевый соус 1 столовая ложка. По желанию можно добавить сахар, что в принципе я рекомендую для баланса вкуса. И готовим на среднем огне, помешивая до полуготовности капусты. Что я имею в виду? Она должна сохранить свой жевательный эффект, то есть она не должна полностью размякнуть. Ну и тогда блюдо готово. И вот наш первый салат с майонезом на тех, кто любит именно такие салатики. И второй салат, он у нас горячий, горячая закуска. Его, кстати, можно, в принципе, есть и холодным. Этот салат, который горячий, мы посыпаем кунжутными семенами. Я думаю, что не стоит рассказывать долго о пользе белой кочанной капусты. И хочу предложить вам еще один вариант. Белая кимчи с белой кочанной капустой, который мы с вами уже готовили. Оставляю линк на этот рецепт здесь вверху и также в конце видео. И получится у вас замечательный ансамбль из 3 блюд из белой кочанной капусты. По-моему, очень отличные варианты на лето, на каждого любителя. Холодненькие, освежающие варианты и также один остренький пикантный салат, который можно есть как теплым, так и холодным. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!